Здоров, народ! Здоров, физкультурники! Мы продолжаем серию видео про функциональную тренировку. Да? И кто не видел, обязательно зайдите, посмотрите в разделе функциональных тренировок. Мы сняли уже первых 3 видео. Это было связано видео про сквот, все, что с ним связано, с периодизацией небольшой, как и что делать, как правильно делать, ну и все, что с этим связано. Вот, и сегодня мы переходим дальше, в следующую серию видео, где мы поговорим о тех же сквотах, только теперь на одной ноге. На одной ноге, по большому счету, у нас есть только пистоль. Я думаю, что здесь у нас будет всего 2 видео, в которых мы поговорим, как от самого начала дойти до приседания с пистолем. То есть вся периодизация, как это все работает. По дороге рассмотрим несколько упражнений, которые нам в этом помогут. Естественно, нам в этом также помогут и обычные сквоты с весами, когда мы делаем там все любые. То есть любые укрепления ног нам в этом помогут. Но в данном случае мы будем именно рассматривать вещи, где мы больше работаем именно с одной ногой или на одну ногу. И не как обычный сквот. И из этих упражнений мы потихоньку перейдем к пистолям. Итак, первое видео сегодняшнее мы рассмотрим и с вами 3 упражнения. Первое упражнение это будет степ-ап, то есть зашагивание на бокс. Второе упражнение это будут ланжи. Ну, в общем-то, да, это не 3, это 2, по большому счету это 2 упражнения, просто разделено на 2 части. И первое это, как я сказал, степ-ап на бокс. И второе это ланжи. Просто ланжи у нас будут как вперед, с шагом вперед, так и с шагом назад. Окей? Ну что, друзья, не будем сильно затягивать. Я Игорь или Гоша, я тренер по кроссфиту. Всем, кому это интересная тема, связанная с кроссфитом и с функциональным тренингом. Обязательно, друзья, подписывайтесь, ставите лайки. Вам не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео. Что, народ, погнали! Итак, друзья, первое упражнение, которое мы будем сегодня рассматривать, это степ-ап, бокс-степ-ап, окей, или зашагивание на коробку. Коробка у нас имеет разную высоту, естественно, чем выше мы ставим, тем сложнее на нее зашагивать. Плюс к этому можно это делать, естественно, с весом собственного тела, можно делать с разными дополнительными весами. Дополнительные веса у нас могут быть как дамбели, так и штанги, так и мешки, да, все что угодно. Окей, все, что может нам усложнить делать этот процесс, мы можем использовать. Итак, для начала степ-ап. Самое простое, самое стандартное упражнение. Да? У нас есть бокс. Мы, покажу вам сбоку, чтобы было удобнее. Ставим ногу на бокс или на любую возвышенность. То есть, если у вас нет бокса, вы хотите его делать, вы можете на любую возвышенность, только которая стоит достаточно плотно на ногах, достаточно плотно на земле, чтобы не шаталась, не двигалась, чтобы обезопасить себя от падения. Да? Мы встали. Теперь, смотрите, мы не просто подталкиваемся задней ногой и встаем. Нет, наша цель напрягать как можно больше ту ногу, которая находится на возвышенности. То есть мы переносим вес вперед на эту ногу и, стараясь не отталкиваться ногой, которая осталась на полу, просто поднимаемся вверх. И потом также аккуратно опускаемся. То есть опускаемся мы тоже с помощью рабочей ноги. Меняем ногу. Окей. Опять же, перенесли вес. Поднялись аккуратно. Опускаемся вниз, стараемся с ногой рабочей, используя всю силу той ноги, которая на возвышенности, опускаемся вниз. Окей. Естественно, как я сказал, ребята, чем выше мы ставим бокс, тем сложнее нам будет подниматься, потому что здесь уже угол достаточно острый, нога очень высоко, мышцы в максимальном своем растяжении, и отсюда уже подниматься и опускаться становится немного сложнее. Окей, но опять же, сложность это заключается только в том, что если вы недостаточно подготовлены, у вас слабые ноги, вам будет вначале тяжело. Но как больше вы будете приседать со штангой, укреплять ноги любыми способами, вам будет все легче и легче. Теперь, кроме обычного бокс-степ-ап, у нас еще есть бокс-степ-ап, еще есть бокс-степ-ап over бокс-степ-ап. С этими названиями уже английскими запутался. Окей, обычно они в кроссфите тоже используются, это уже больше, там уже больше, конечно, и подталкиваются ногой, и обычно это еще и с весами очень часто идет. То есть здесь мы просто используем как такое упражнение для тренировки, то есть мы просто стали, подтолкнулись, развернулись, спустились, поменяли ногу, развернулись, спустились, да. Но это уже больше в меткунах такое участвует, такие упражнения.
Нас больше интересует обычный для укрепления именно ног, чтобы в последующем мы могли уже делать, не делать, а в последующем мы могли перейти к такому упражнению, как пистоль, который у нас есть в кроссфите и которым мы приседаем. Честно сказать, я не сильно вижу как пистоль как какое-то функциональное упражнение, да, но как упражнение, которое, если вы хотите не просто заниматься кроссфитом, а продвигаться в нем, если вы хотите, там, может, даже в каких-то соревнованиях участвовать, то такое упражнение, в общем-то, нужно знать. Кроме того, знаете, одно дело это приседать со штангой 100 килограмм на спине, да, там, или там больше даже. Совсем другое это делать пистоль, и особенно делать еще и пистоль с каким-нибудь весом. То есть на одной ноге достаточно сложно приседать. И не только так, как это в силовом его формате, да, но еще и в том, что здесь должна быть хорошая растяжка и мобильность. То есть если у вас плохая растяжка в ногах, плохая мобильность в тазовом суставе и растяжка в тазовом суставе, вам будет очень тяжело приседать. Окей, но об этом мы еще поговорим позже в следующем видео. Итак, как же мы можем усложнить нам работу на ящике, на бокс-степах? Окей, мы можем усложнить, как я сказал, с дополнительными весами. Дополнительные веса это могут быть те же дамбели, да, к примеру. То есть мы держим два дамбеля просто в руках и также делаем заступы на оргаз. Мы можем поднять, изменить вес. То есть тут у нас вес был более низкий. Да? Тут мы поднимаем вес, изменяем нагрузку. Можем зашагивать с весом на плечах. Да? Мы можем это делать с одной рукой. С дамбелем в одной руке. Тут будет уже также и ротация нашего тела, то есть включается в работу еще очень сильно кор, даже больше, чем еще с двумя. Тут у нас включается еще в работу кор, да, то есть с двумя, если у нас есть хоть какой-то баланс, хотя кор здесь тоже очень хорошо работает. В одной у нас начинается разбалансировка, то есть нам уже начинает чуть больше кор работать. Да, также можно с одной рукой делать зашагивание, держа его дамбель на плече. И можно делать со штангой. Положив штангу на плечи или держа штангу во фронтальной плоскости, держа на плечах спереди, и тоже делать зашагивать. Все эти упражнения, все эти утяжеления нагружают больше не только наши ноги, и наш кор, нашу спину, и мы прокачиваем их намного быстрее, сильнее и лучше. В будущем это упражнение вот с такими прокачками, с такими весами нам поможет, естественно, быстрее и лучше дойти до пистоля. Это первое. Второе упражнение, которое я хотел с вами сегодня рассмотреть, это ланжи. Наверняка все вы его знаете. Окей, честно сказать, я не знаю, как он называется на русском. И просто, может быть, шаг вперед, не знаю. Ланжи. То есть ланжи делаются как? Я надеюсь, друзья, что вы знаете. Но, в общем-то, это когда мы ушли вперед ногой, опустились вниз, встали, вернулись. Другая нога, опустились вниз, встали, вернулись. Как я уже сказал ранее, у нас есть две опции. Либо вперед делать, либо назад. То есть то же самое, просто мы уходим назад ногой, опускаемся, встаем, да. В общем-то то же самое движение, только мы двигаемся назад. По большому счету разницы в работе мышц вперед или назад нету. Но есть две небольшие разницы. Первая – это координация. То есть вперед намного легче шагать, да, и намного привычнее и опускаться, чем назад. То есть, когда мы делаем это назад, координация чуть хуже, и это лучше работает на нашу координацию, отшагивая назад. Это первое. Второе, и насчет колена. Все-таки за шагом назад делать ланжи более безопасно для колена. Почему? Потому что мы уже стоим на этой ноге, на рабочей, мы просто отвели назад бедро, уперлись и опустились вниз, да? И все, то есть тут ничего сложного. То есть колено просто отработало как надо, ничего дополнительного, там какой-то удара или что-то, нагрузки не было. С другой стороны, когда мы делаем вперед, то мы эту ногу оторвали, мы уходим вперед и падаем на нее. То есть понятно, что если мы без веса, только с весом тела, мы просто опустились и все, это не страшно. Но в ланжах, так же как и в степ-боксе, есть упражнения. Ну, не есть упражнения, а есть веса. То есть те же гири, те же дамбели в руках, на плечах, штанга сзади, спереди, оверхед. Это все есть, это дополнительные веса. И когда мы начинаем делать уже тут зашагивание вперед,
то есть с дополнительным весом, то тут уже не получится просто аккуратно встать на ногу, тут уже, скорее всего, будет такими бум идти. То есть и это будет бить по колену. Да, это может быть не сильно будет чувствоваться изначально, но все равно постоянные вот такие дух в комплексе с другими разными упражнениями, которые дают дополнительную нагрузку на наши колени, это не очень хорошо. Поэтому по возможности, если вы делаете ланжи, я все-таки посоветовал вам делать их с шагом назад, но и не забывать тренировать также шаг вперед, потому что как ни крути, но их все равно нужно делать. И просто делать более аккуратно, более осторожно и беречь свои колени. И в общем-то, вот таких вот два упражнения, которые мы сегодня рассмотрели. Что еще я хотел к ним добавить? И эти упражнения хорошо нагрузят ваши квадрицепсы и ваши ягодичные мышцы. Они помогут вам в будущем эти мышцы в пистоле самом. Поэтому эти упражнения очень хорошо делать. Кроме того, и упражнения достаточно функциональные сами по себе, да, потому что мы ходим, мы зашагиваем на ступеньки постоянно, то есть ланжи, боксы, это в этом плане, это очень нам хорошо помогает и укрепляет нам те мышцы, где нам надо куда-то залезть, поднять ногу высоко, или те же ступеньки, да, или просто, не знаю, где-то что-то нужно сделать, и вы сделали шаг вперед, нагнулись, взяли, а не с места, это тоже может быть, то есть кроме того, есть разные виды спорта, где те же ланжи и бокс-степы могут очень хорошо использоваться, потому что в них идет очень большая нагрузка на колени. А в этих упражнениях мы очень хорошо прокачиваем все мышцы, что связано с коленями, и все, что внутри колена, мы хорошо укрепляем, и они помогают. Поэтому, несмотря на то, что сам пистоль по себе я не считаю сильно функциональным упражнением, но вот эти два упражнения, они достаточно функциональны, и над ними стоит работать. Даже если вы в будущем не будете делать пистоли, и вам это совершенно неинтересно, друзья. Вот, и сегодня было такое коротенькое видео про это. В следующем мы продолжим разговаривать, как мы можем улучшить наши пистоли и переходить уже к следующей периодизации, что нужно делать для того, чтобы начать их делать. Ну а на сегодня, друзья, все. Как всегда, лайк, подписка. Вам не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео. И увидимся в следующем видео, народ. Пока. То есть мы держим два дамбеля просто в руках и также делаем заступы на оргаз. Мы можем поднять, изменить вес. То есть тут у нас вес был более низкий. Да? Тут мы поднимаем вес, можем зашагивать с весом на плечах. Да? Мы можем это делать с одной рукой, с дамбелем в одной руке. Тут у нас включается еще в работу кор, да? То есть с двумя, если у нас есть хоть какой-то баланс, хотя кор здесь тоже очень хорошо работает. В одной у нас начинается разбалансировка, то есть нам уже начинает чуть больше кор работать. Да, также можно с одной рукой делать зашагивание, держа его дамбель на плече. И можно делать со штангой, положив штангу на плечи или держа штангу во фронтальной плоскости, держа на плечах спереди, и тоже делать зашагивание. Все эти упражнения, все эти утяжеления нагружают больше не только наши ноги, и наш кор, нашу спину. И мы прокачиваем их намного быстрее, сильнее и лучше. В будущем это упражнение вот с такими прокачками, с такими весами нам поможет, естественно, быстрее и лучше дойти до пистоля. Это первое. Второе упражнение, которое я хотел с вами сегодня рассмотреть, это ланжи. Наверняка все вы его знаете. Окей, честно сказать, я не знаю, как он называется на русском. И просто, может быть, шаг вперед, не знаю. Ланжем. То есть ланжи делаются как? Я надеюсь, друзья, что вы знаете, но, в общем-то, это когда мы ушли вперед ногой, опустились вниз, встали, вернулись. Другая нога, опустились вниз, встали, вернулись. Как я уже сказал ранее, у нас есть две опции. Либо вперед делать, либо назад. То есть то же самое, просто мы уходим назад ногой, опускаемся, встаем, да. В общем-то, то же самое движение, только мы двигаемся назад. По большому счету разницы в работе мышц вперед или назад нету. Но есть две небольшие разницы. Первая – это координация. То есть вперед намного легче шагать, да, и намного привычнее и опускаться, чем назад. То есть когда мы делаем это назад, координация чуть хуже, и это лучше работает на нашу координацию, отшагивая назад. Это первое. Второе. И насчет колена.
все-таки за шагом назад делать ланжи более безопасно для колена. Почему? Потому что мы уже стоим на этой ноге, на рабочей, мы просто отвели назад бедро, уперлись и опустились вниз, да, и все, то есть тут ничего сложного, то есть колено просто отработало как надо, ничего дополнительного, там какой-то удара или что-то, нагрузки не было. С другой стороны, когда мы делаем вперед, то мы эту ногу оторвали, мы уходим вперед и падаем на нее, то есть понятно, что если мы без веса, только с весом тела, мы просто опустились и все, это не страшно, но в ланжах, так же как и в степ-боксе, есть упражнения, ну не есть упражнения, а есть веса. То есть те же гири, те же дамбели в руках, на плечах, штанга сзади, спереди, оверхед. Это все есть, это дополнительные веса. И когда мы начинаем делать уже тут зашагивание вперед, то есть с дополнительным весом, то тут уже не получится просто аккуратно встать на ногу, тут уже скорее всего будет такими бум идти. То есть и это будет бить по колену. Да, это может быть не сильно будет чувствоваться изначально, но все равно постоянные вот такие дух-дух-дух-дух-дух-дух-дух в комплексе с другими разными упражнениями, которые дают дополнительную нагрузку на наши колени, это не очень хорошо. Поэтому по возможности, если вы делаете ланжи, я все-таки посоветовал вам делать их с шагом назад, но и не забывать тренировать также шаг вперед, потому что как ни крути, но их все равно нужно делать и просто делать более аккуратно, более осторожно и беречь свои колени. И в общем-то, вот таких вот два упражнения, которые мы сегодня рассмотрели. Что еще я хотел к ним добавить? И эти упражнения хорошо нагрузят ваши квадрицепсы и ваши ягодичные мышцы. Они помогут вам в будущем эти мышцы в пистоле самом. Поэтому эти упражнения очень хорошо делать. Кроме того, упражнения достаточно функциональные сами по себе, да, потому что мы ходим, мы зашагиваем на ступеньки постоянно, то есть ланжи, боксы. Это в этом плане, это очень нам хорошо помогает и укрепляет нам те мышцы, где нам надо куда-то залезть, поднять ногу высоко, или те же ступеньки, да, или просто, не знаю, где-то что-то нужно сделать, и вы сделали шаг вперед, нагнулись, взяли, а не с места, это тоже может быть. То есть, кроме того, есть разные виды спорта, где те же ланжи и бокс-степы могут очень хорошо использоваться, потому что в них идет очень большая нагрузка на колени. А в этих упражнениях мы очень хорошо прокачиваем все мышцы, что связаны с коленями, и все, что внутри колена, мы хорошо укрепляем, и они помогают. Поэтому, несмотря на то, что сам пистоль по себе я не считаю сильно функциональным упражнением, но вот эти два упражнения, они достаточно функциональны, и над ними стоит работать. Даже если вы в будущем не будете делать пистоли, и вам это совершенно неинтересно, друзья. Вот, и сегодня было такое коротенькое видео про это. В следующем мы продолжим разговаривать, как мы можем улучшить наши пистоли и переходить уже к следующей периодизации, что нужно делать для того, чтобы начать их делать. Ну а на сегодня, друзья, все. Как всегда, лайк, подписка. Вам не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео. И увидимся в следующем видео, народ. Пока.